Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать, как можно сделать оригинальные титры, которые отлично подойдут, например, к travel видео. Выглядеть они будут примерно так. Ну что ж, друзья, а теперь давайте откроем DaVinci и начнем. У меня есть вот такое видео, где изображен пляж и волны, которые на этот самый пляж заходят. Итак, переходим во Fusion и давайте первым делом добавим текст, который у нас, в общем-то, будет присутствовать на этом видео. Берем ноду текст плюс, сразу же подключаем ее с помощью ноды merge к media in и давайте здесь напишем beach. Так, я бы хотел это видео повернуть, поэтому заходим в layout и в rotation Z поворачиваем на минус 90 градусов. Теперь пока что текст оставим так, как он есть. И давайте добавим ноду трекер для того, чтобы у нас текст двигался вместе с видео. Видите, у нас съемка с дрона, и дрон пролетает над пляжем. После ноды media in давайте добавим ноду трекер. Смотрите, если у вас DaVinci Studio, то вы можете воспользоваться новой фичой IntelliTrack. Если же у вас DaVinci бесплатная версия, то вы можете воспользоваться, в общем-то, обычным point трекером. Я также воспользуюсь обычным point трекером для того, чтобы показать, как это работает в бесплатной версии. Поэтому IntelliTrack я удалю. Пока он единственный, он не удаляется. Добавим point трекер, а IntelliTrack удалим. И у нас появляется вот такое окошко трекера. Тречить будем, судя по всему, здесь сидят люди. Вот их мы и оттречим. Можно уменьшить окно трекинга и также сузить окно поиска, потому что движение не очень быстрое и вряд ли объект за один кадр уйдет из вот этой области, обозначенной пунктиром. Adaptive Mode давайте поставим Best Match, для того, чтобы немного лучше тречилось. Я надеюсь, это поможет. И теперь нажимаем вот эту кнопку Track Forward. Смотрите, линия у нас ровная, плавная, без каких-либо рывков. Это говорит о том, что, вероятнее всего, трекинг прошел хорошо. Давайте вернемся в кадр, с которого мы начинали трекинг, и нажмем вот эту кнопку Track Reverse. Трекинг также прекрасно отработал. И теперь давайте привяжем положение текста к положению трекера. Для этого выбираем опять ноду текст плюс, переходим в инспекторе во вкладку Layout, правой кнопкой по параметру Center, Connect to, выбираем трекер 1.2, ну у меня точка 2, у вас скорее всего будет point 1, и выбираем здесь Position. И теперь смотрите, если проиграть, то у нас наша надпись привязана, в общем-то, к положению трекера. Отлично. Теперь нам осталось сделать так, чтобы волны находили на текст, ну и, собственно, сам текст поставить так, чтобы он мог находиться под волнами. Для этого давайте для начала увеличим размер текста, где-то вот так, и поменяем ему цвет на такой немного песочный. Вот пусть будет такой цвет. Хотя вы можете выбрать такой, какой нравится вам. Теперь давайте отодвинем текст так, чтобы он мог находиться под волнами. Для этого после ноды text1 давайте добавим ноду transform. И уже в ноде transform мы можем подвинуть текст туда, куда нам нужно. Пусть он будет где-то здесь. Перейдем в нулевой кадр. И давайте его чуть больше спрячем, чтобы при движении он как бы появлялся. Я думаю, что так будет отлично. И теперь смотрите. Основное, нам нужно сделать так, чтобы волны перекрывали текст. В общем-то, первая мысль, которая приходит на ум, это, например, сделать какую-то полигональную маску по контуру волн. Вот так. И в каждом кадре ее санимировать. Например, вот так.
И у нас получится примерно вот такой результат. Но это способ не очень удобный, и нужно очень много анимировать и в целом приложить достаточно немаленькое количество усилий. Поэтому этот способ мы применять не будем. Мы поступим по-другому. Давайте добавим ноду DeltaKeyer. Она, кстати, также присутствует в бесплатной версии DaVinci. Подключим в ее желтый вход выход ноды Media in 1 и выведем DeltaKeyer в правый вьювер. Итак, мы видим наше видео. Теперь нам нужно убрать цвет песка. Нода DeltaKeyer, она работает в принципе как и любой другой keyer, она убирает какой-либо цвет из видео. Для этого берем пипетку из параметра Background Color и перетягиваем ее на песок. Теперь давайте здесь нажмем вот эту кнопку и выберем альфа-канал. И немножко буквально поработаем с DeltaKeyer для того, чтобы у нас вот эта вот маска, которая получилась, она была такой более конкретной. Как минимум мы сделаем черный фон чисто черным. Для этого можно повысить немного gain, также баланс и сделать немного блюра. Для того, чтобы вот здесь не было, видите, если не блюрить, то вот такие вот пикселизованные артефакты. Поэтому я предпочитаю все это дело подблюрить немножко. И видите, при движении тоже получается не очень красиво, поэтому добавим блюра. Ну вот сейчас, в принципе, неплохо. Также можно зайти в вкладку Mate и здесь еще немножко доработать эту маску. Например, сделать Clean Background для того, чтобы черный цвет был еще чернее. И также очистить немного белый цвет. Вот здесь проблески черного цвета. Ничего страшного, потому что когда волны находят на берег, то когда пена начинает растворяться, то под ней виден песок. И это нормально. И у нас также будет просматриваться надпись под уже чистой водой без пены. И теперь выход ноды DeltaKeyer перетягиваем на выход ноды Merge. Выводим Media in в правый вьювер. Теперь снова включаем отображение цвета и запускаем нашу анимацию. Вот, в общем-то, и все, друзья. Буквально несколько минут и готовы классные очень титры. Ну что ж, я надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Большое спасибо, что посмотрели, и всем пока.